Хищники, которые охотились на хищников. Есть популярный миф: тираннозавр – абсолютный король. Мозазавр – хозяин океана. Никто их не трогал. На деле все наоборот. В доисторическом мире чем ты опаснее, тем больше тех, кто хочет тебя проверить. Да, Тирекс. Огромный и мощный укус, как гидравлический пресс. Но он жил среди других хищников, и главная угроза для него часто состояла из такого же тираннозавра. На костях хищника находят следы укусов сородичей, зажившие переломы и откушенные куски. Это значит, они дрались, кусали, а иногда и доедали друг друга. И это логично. Самый опасный соперник – тот, кто устроен так же, как ты. Молодняк – это самая уязвимая цель. Взрослый тираннозавр – это целый танк, а вот подросток или детеныш – уже другое дело. Мелкие тероподы могли нападать толпой, а также преследовать и добивать раненого. Не киношная героическая битва, а обычная биология. Нашел слабого – атакуй. И да, травоядные убивали хищников. Это звучит странно, но гигантские травоядные были не жертвами, а очень опасными противниками. Трицератопс – обладатель огромных рогов и тонной весом. Анкилозавр – живая бронемашина с булавой на хвосте. Один точный удар, и у хищника сломана нога, пробито брюхо или поврежден череп. Для хищника это конец. Даже если он не умер сразу, дальше его добьет голод. Теперь океан и мозазавры. Представь гигантскую морскую рептилию, которая ест все вокруг. И кажется, что ей никто не страшен. Но на черепах мозазавров тоже находят укусы. Других мозазавров. Они делили территорию, конкурировали за добычу и нападали на ослабленных. Иногда просто поедали своих. Акулы тоже не стояли в стороне. Древние крупные акулы атаковали снизу. Классическая тактика. Удар по хвосту или плавнику, и жертва теряет скорость. Начинаются повторные атаки. Даже огромный хищник без подвижности уже добыча. Главный момент. В природе нет финального босса. Ты можешь быть самым большим, самым зубастым и самым быстрым. Но стоит тебе заболеть, пораниться, ослабнуть, остаться одному, и ты переходишь из категории охотник в категорию цель. Мгновенно. Самое честное правило древнего мира. Хищники охотились на хищников не потому, что были злыми. Просто мясо, оно и в Африке мясо. Энергия есть энергия, выживает тот, кто ест. Если перед тобой раненый тираннозавр, молодой мозазавр и просто ослабленный соперник, то ты не думаешь о статусе, ты думаешь о еде. И вот что в этом самое интересное. Вершина пищевой цепи – это не место, где безопасно. Это место, где на тебя смотрит весь мир. Последний укус. Как умирали гиганты. Если отбросить кино, гиганты доисторического мира редко умирали красиво в эпических битвах. Чаще все было прозаично, медленно и жестко. Самые большие животные планеты погибали по тем же причинам, что и обычные, только последствия у них были страшнее. Раны, которые не заживают. Главный убийца крупных хищников – не враг, а травма. У тираннозавров находят сломанные ребра, следы укусов и поврежденные челюсти. Если хищник не мог нормально кусать или бегать, он переставал охотиться. Дальше все просто. Слабость, голод, смерть. Даже маленькая инфекция могла стать фатальной. Инфекции и паразиты. До антибиотиков любая рана – риск. Бактерии попадали в кровь, кости воспалялись, и животное слабело неделями. У ископаемых находят следы остеомиелита, паразитов и хронических воспалений. Гигант мог умирать месяцами. Старость – тихий убийца. Большие размеры не спасали от износа. У многих находят стертые зубы, деформированные суставы и артрит. Старый хищник не догонял добычу. Старый травоядный отставал от стада. А в природе отставать значит исчезнуть. Голод.
Гигантскому телу нужно огромное количество энергии. Если климат менялся, то исчезала привычная добыча. Также случалась засуха, и даже вершина пищевой цепи начинала слабеть. Голод – один из самых частых сценариев смерти. Падение и случайности. Огромный вес – это риск. Падение на склоне, застревание в болоте, обвал берега. Многие кости находят именно в таких ловушках. Гигант не мог выбраться. А дальше обезвоживание или хищники. Битвы, которые заканчивались не сразу. Да, смертельные схватки были, но чаще они не заканчивались мгновенно. Хищник получал глубокий укус, перелом или пробитую кожу. Он уходил и умирал через дни или недели. Последний укус мог быть нанесен давно. Когда убивала природа? Самые массовые смерти происходили не от зубов, а от извержений, засух и похолоданий, а также падения уровня океана. В такие моменты погибали сразу тысячи животных, включая гигантов. Самый честный вывод: размер не давал бессмертия, он давал лишь шанс выживать дольше. Гиганты умирали медленно, болезненно и часто в одиночестве. И почти никогда, как цари природы. И самый сильный образ. Представь огромного хищника. Сильного, страшного, непобедимого, но с зараженной раной в ноге. Он еще дышит, еще смотрит, но уже не догонит добычу. И где-то рядом кто-то ждет, когда он станет достаточно слабым, чтобы самому стать едой. Засады мезозоя. Как охотились скрытно еще до млекопитающих. Мы привыкли думать, что сложная охота – это фишка волчьего семейства, кошек и людей, но задолго до них хищники мезозоя уже умели ждать, прятаться и бить в один момент. И часто гораздо терпеливее и точнее. Охота без погони. Главное правило засады – не гнаться, дать добыче подойти самой. В мезозойскую эпоху это работало идеально. Густая растительность, теплый влажный климат и множество троп к воде. Жертвы ходили одними и теми же маршрутами. Хищнику оставалось лишь выбрать точку. Полуводные хищники использовали одну из самых старых тактик в истории. Они лежали неподвижно. Крокодилоподобные рептилии маскировались в мутной воде, держали только глаза и ноздри над поверхностью. Они били снизу и вбок. Одна ошибка травоядного у берега, и все заканчивалось за секунды. Эта стратегия почти не изменилась за сотни миллионов лет. В лесу тишина важнее скорости. Многие хищники не были спринтерами. Им это не было нужно. Они прятались в растительности и двигались медленно. Они ждали, пока добыча подойдет на дистанцию прыжка. Удар короткий, резкий, в шею или бок. Засада часто строилась вокруг местности. Это обрывы, узкие проходы, заболоченные участки и скальные коридоры. Хищник не просто ждал. Он выбирал место, где добыче было сложно убежать. Маленькие, но опасные хищники мезозоя особенно полагались на скрытность. Они нападали из укрытий, били в глаза, шею, конечности. Хищники могли работать группой. Даже крупное животное становилось уязвимым, если теряло подвижность. Засада – это интеллект. Скрытая охота требует терпения, оценки дистанции и выбора момента. Ошибся на секунду, и добыча уходит. А если поторопился, то получил удар. Такая тактика говорит о сложном поведении, а не просто инстинкте. Когда засада проваливалась. Если добыча замечала движение, чувствовала запах, слышала хруст, то она убегала. И тогда хищник оказывался без энергии и без результата, а иногда и под ударом защищающегося травоядного. Засады мезозоя – это не примитивная версия охоты. Это база, на которой позже построили кошки, волки и люди. Ждать, не двигаться, бить один раз и бить точно.
Эта формула появилась задолго до нас и работает до сих пор, когда добыча давала отпор. Есть привычный образ. Хищник нападает, травоядный убегает. Но в доисторическом мире многие жертвы были настолько опасны, что сама атака на них могла стать последней ошибкой хищника. Некоторые из них не просто защищались. Они калечили и убивали тех, кто пытался их съесть. Анкилозавры – живые танки. Тело в бронеплитах, шея закрыта костными щитками и, главное, хвост с тяжелой костяной булавой. Если хищник подходил слишком близко, то удар приходился по ногам. Ломались кости или повреждался таз. Для крупного теропода сломанная нога означала смерть через голод. Анкилозавр не гнался и не нападал первым. Он просто ждал, пока хищник ошибется. Трицератопсы, которые шли вперед. 3 рога, массивная голова, мощная шея. Это была не пассивная оборона. Трицератопс мог разворачиваться лицом к атаке, держать дистанцию или идти прямо в лоб. Рог вонзался в живот или бок хищника, и бой заканчивался мгновенно. На костях находят следы столкновений, повреждения от укусов, а также зажившие травмы. Это были настоящие поединки, а не охота на слабого. Бронированные рыбы. Еще задолго до тираннозавров океан был полон существ, которых невозможно было просто укусить. Плакодермы вроде дунклеостея, костяной панцирь вокруг головы, мощные челюсти и почти полное отсутствие уязвимых мест спереди. Напасть на такую рыбу значит рискнуть сломать зубы или челюсть. Некоторые хищники предпочитали просто обходить их. Цена ошибки. Хищник рассчитывает атаку быстро. Дистанция и скорость. Но если цель бронирована, вооружена рогами или тяжелее, чем кажется, то сценарий рушится. 1 секунда, и охотник становится раненым. А раненый хищник долго не живет. Почему это меняло эволюцию? Такие опасные жертвы заставляли хищников атаковать точнее, выбирать слабых и работать группой. Хищники искали новые способы убийства. Именно сопротивление добыче делало хищников быстрее, умнее и осторожнее. Это была гонка вооружений. Самый важный момент. В природе нет четкого деления на охотников и жертв. Есть только момент силы. Сейчас ты нападаешь, через секунду защищаешься, а еще через секунду пытаешься выжить. Представь такую ситуацию. Хищник атакует, он уверен, все закончится быстро. Но добыча не бежит, а поворачивается, опускает голову и идет навстречу. И в этот момент охота превращается в бой. До мегалодона. Кто правил морями раньше? Мегалодон стал символом главного монстра океана, но он появился очень поздно. До него океаны уже пережили несколько эпох, где правили совсем другие существа, и некоторые были не менее страшными. Океан никогда не принадлежал одному виду. В разные периоды его корона переходила от одних хищников к другим. Эра бронированных титанов. Задолго до динозавров океаны контролировали плакодермы. Это гигантские бронированные рыбы. Самый известный – дунклеостей. Массивная костяная маска вместо головы и челюсти, способные дробить панцири, а также быстрый бросок на короткую дистанцию. Это был хищник, который ел все, включая других крупных хищников. Морские рептилии выходят вперед. Когда началась эпоха рептилий, океан стал совсем другим. Появились ихтиозавры, быстрые, как современные дельфины. Плезиозавры – длинношеие охотники. Плеозавры – короткошеие гиганты с огромной пастью. Плеозавры – вроде леоплевродона. Массивный череп, зубы размером с ножи и мощный укус. Это были настоящие верховные хищники своего времени. Эпоха мозазавров – поздний меловой период. Море занимают мозазавры – огромные морские ящеры.
Они нападали на все живое и ели аммонитов, рыб и других рептилий. Мозазавры могли атаковать даже сородичей. Их тело было гибким, быстрым и идеально приспособленным к засаде. В этот момент океан действительно принадлежал им. Акулы возвращают контроль. После вымирания динозавров и мозазавров море не осталось пустым. Акулы начали занимать освободившиеся ниши. Они становились крупнее и совершенствовали зубы. Они переходили к охоте на крупных животных. Появились гиганты вроде акулы Отодус. Это уже прямая линия к мегалодону. Почему власть в океане постоянно менялась? Морская вершина цепи нестабильна. Меняется температура, уровень океана и состав добычи. И тот, кто идеально приспособлен сегодня, может исчезнуть завтра. Плакодермы исчезли, плеозавры исчезли, мозазавры исчезли, мегалодон тоже. Главное правило океана – в море нет вечных правителей. Есть только те, кто быстрее адаптируется и эффективнее охотится. И тот, кто успевает занять пустую нишу. Каждый новый король появляется не потому, что сильнее всех, а потому что мир вокруг него изменился. И если смотреть честно, мегалодон не был началом истории. Он был ее очередной главой. До него океан уже видел хищников, которые в свое время казались такими же непобедимыми. Глубина, где не видно солнца. Есть граница в океане, после которой исчезает свет. Сначала тускнеют цветовые оттенки, потом тени, потом остается только темнота. И жизнь там появилась задолго до людей и даже до динозавров. Мир без солнца. На глубине нет растений и привычных пищевых цепей, нет ориентира день-ночь. Температура низкая, давление чудовищное, пища падает сверху, буквально. Любое существо, попавшее сюда миллионы лет назад, должно было измениться. Первые обитатели тьмы. Глубоководные экосистемы существовали еще в древних морях. Там жили странные мягкотелые формы. Это ранние членистоногие и примитивные рыбы. Многие из них не видели света поколениями. Они ориентировались по вибрациям, химическим сигналам и по движению воды. Зрение переставало быть главным. Биолюминесценция – это свет изнутри. Когда солнца нет, свет начинают создавать сами существа. Некоторые древние обитатели глубин светились и привлекали добычу. Это выглядит красиво, но в первую очередь это инструмент. Свет сбивает жертву, маскирует силуэт и служит сигналом своим родственникам. Океан в темноте не черный. Он точечно мерцает. Давление, которое ломает все. Чем глубже, тем тяжелее вода давит. У древних глубоководных форм были мягкие структуры тела, гибкие кости или их отсутствие, а также замедленный обмен веществ. Им не нужна скорость, им нужно выжить. Охота без погони, в темноте нет длинных преследований. Там нужно ждать, чувствовать движение и атаковать вблизи. Часто добыча даже не понимает, что ее нашли. Происходит контакт, и все заканчивается. Пища как редкость. В глубине нельзя ошибаться. Еда появляется случайно, редко и в малом количестве. Поэтому многие едят все подряд. Они могут проглотить добычу больше себя и переваривают неделями. Голод – постоянный фон жизни, самая древняя, стабильная экосистема. Интересный факт. Глубоководные зоны менялись меньше всего за сотни миллионов лет. Если на поверхности вымирание, катастрофы и смена видов, то внизу продолжалась жизнь. Медленная, тихая и темная. Самый сильный образ. Представьте древнее существо. Оно не знает, что такое солнце и небо. Вся его жизнь – давление, холод и редкие вспышки света. И вдруг сверху падает тело. Огромное, мертвое.
Для глубины это не трагедия. Это пир на неделе. Глубина океана – это не край мира. Это другой мир. И он появился раньше, чем большинство существ, которых мы называем доисторическими. Самые странные морские тела. Эволюция формы. От панцирей до гибких хищников. Океан – это место, где тело животного решает все. Как ты двигаешься, как дышишь, как убиваешь или спасаешься. И за сотни миллионов лет формы здесь менялись радикальнее, чем на суше. Сначала броня в ранних морях. Выживали те, кого сложно было укусить. Появились панцирные рыбы, моллюски с раковинами, существа с костными пластинами. Логика простая. Быть медленным, но защищенным лучше, чем быть быстрым и уязвимым. Но броня имела цену. Это тяжесть, медленное движение и плохая маневренность. Когда хищники научились кусать сильнее, то броня перестала быть абсолютной защитой. Обтекаемость – новая стратегия. Следующий шаг – скорость. Рыбы стали вытянутыми, гладкими и с мощным хвостом. Форма начала напоминать торпеду. Теперь выживал тот, кто быстрее замечал хищника или добычу, быстрее разворачивался и быстрее атаковал. Это начало гонки за гидродинамику. Гибкость вместо тяжести. Морские рептилии сделали неожиданный поворот. Их тело стало длинным и подвижным. Мозазавры, например, не были броней, они были гибкой силой. Такая форма позволяла резко менять направление, атаковать из засады и обвиваться вокруг добычи. Не защита, контроль. Мягкое тело как преимущество. Самые странные формы вообще отказались от жесткости. Древние головоногие были мягкие, пластичные и способные менять форму. Они могли пролезать в узкие пространства, резко выбрасывать тело вперед и маскироваться. Мягкость стала оружием. Конструкция идеального хищника. Акулы – пример формы, которая почти не изменилась сотни миллионов лет. Почему? Потому что скелет легкий, хрящевой, тело гибкое и зубы постоянно обновляются. Это идеальный баланс. Скорость плюс маневренность и плюс выносливость. В океане нет универсальной формы. Есть тяжелые панцирные, быстрые стрелы, гибкие охотники и мягкие маскирующиеся. Каждая форма работает в своей нише. Самая странная истина эволюции. Чем опаснее становился океан, тем разнообразнее становилось тело у подводных жителей. Одни усиливали броню, другие избавлялись от нее. Третьи становились прозрачными, четвертые – почти бесформенными. Эволюция не ищет красоту. Она ищет способ прожить и еще один день. Представьте эту линию изменений. Сначала тяжелое, закованное существо на дне, потом рыба-торпеда, потом гибкий морской ящер, потом мягкий охотник, меняющий форму. Океан словно экспериментировал, что лучше, щит или движение. И со временем все чаще выигрывали те, кто мог не выдержать удар, а не попасть под него. Животные, которые выглядели ошибкой природы. Если смотреть на доисторический мир без романтики, часть существ там выглядит так, будто эволюция собрала их наугад. Слишком странные, слишком нелогичные, слишком неправильные. Но почти всегда за этой нелепостью стояла очень точная функция. Апобиния. 5 глаз и хобот. Одно из самых странных существ Кембрийского океана. 5 глаз, длинный гибкий хобот и рот снизу. Тело, как у мягкого членистоногого, и выглядит как ошибка природы. Но этот хобот хватал пищу, ощупывал дно и работал как манипулятор. Перед нами не странность, а ранняя попытка создать универсальный инструмент. Аномалакарис – хищник без привычного лица.
Огромные хватательные придатки, рот-кольцо из пластин, тело, похожее на смесь креветки и ската. Долгое время ученые думали, что его части принадлежат разным животным. На деле один из первых крупных хищников планеты. Хеликоприон – зубная пила вместо челюсти. Акула с спиралью зубов, закрученной внутрь рта. Выглядит как дефект в развитии. Но эта спираль позволяла резать мягкую добычу и удерживать скользких существ. Эволюция иногда идет не по прямой, а по очень странным траекториям. Танистрофей – шея длиннее тела. Рептилия с почти абсурдной пропорцией. Короткое тело, невероятно длинная жесткая шея. Почему? Потому что это идеально для засады в воде. Тело остается скрытым, голова резко выбрасывается вперед. Странная форма превращается в идеальный инструмент для одного типа охоты. Древние головоногие с раковинами – непривычные нам кальмары. Их формы с длинными наружными конусами, медленные, неудобные и кажутся уязвимыми. Но раковина защищала, помогала держать плавучесть и позволяла зависать в воде. Компромисс между броней и движением. Почему нелепые формы вообще появляются? Эволюция не проектирует заранее, она проверяет. Если форма работает, дает преимущество и позволяет размножаться, она остается, даже если выглядит странно. Самая важная мысль. Многие ошибки природы исчезли не потому, что были плохими, а потому, что изменился климат, появилась новая добыча или пришли более быстрые хищники. Их странность перестала быть преимуществом. И если смотреть честно, мы просто привыкли к современным животным. А если бы первым человеком был наблюдатель Кембрия, он посмотрел бы на кита, акулу и осьминога и спросил бы: «Это точно нормальные существа?» Огромные пустыни сменялись бескрайними равнинами, а внутренние области находились так далеко от морей, что климат становился суровым и засушливым. Мир Пангеи был миром крайностей. Летом температура поднималась до невыносимой жары, зимой наступали холодные периоды. Сезонные засухи уничтожали растительность. Именно в таких условиях начиналась новая эра жизни. После катастрофического пермско-триасового вымирания планета почти лишилась прежних экосистем. Освободившиеся ниши стали стартовой площадкой для новых животных. На болотистых окраинах рек обитали гигантские амфибии. Они напоминали огромных плоских хищников с широкими головами и мощными челюстями, подстерегающих добычу в воде. По суше уже двигались первые предки динозавров. Небольшие, легкие и быстрые архозавры постепенно занимали новые территории. Среди них появились ранние динозавры, такие как эораптор. Это небольшое животное, способное питаться почти всем, что удавалось найти. Животные могли мигрировать на тысячи километров. Один и тот же вид распространялся от будущей Южной Америки до Европы и Африки. Эволюция происходила стремительно. Хищники становились быстрее, травоядные учились защищаться. Рептилии начинали вытеснять амфибий с суши. Насекомые достигали крупных размеров, а воздух наполняли первые летающие рептилии. Но сама Пангея была нестабильной. Под земной корой накапливалась энергия. Континент начал медленно трескаться, суша расходилась, и единый мир постепенно распадался. Этот раскол изменил ход эволюции. Когда Пангея разделилась на Северную Лавразию и Южную Гондвану, животные оказались изолированными. Именно тогда динозавры начали превращаться в разнообразных гигантов, которые позже захватят нашу планету. Пангея стала колыбелью эпохи динозавров, последним моментом в истории Земли, когда вся жизнь существовала на едином материке, без границ океанов и разделенных миров. Как распад Пангеи изменил эволюцию жизни. Когда-то вся суша Земли была объединена в один гигантский материк – Пангея. Животные свободно перемещались по планете, климатические зоны были огромными, а экосистемы – относительно однообразными. Но около 200 миллионов лет назад Земля начала меняться, глубоко под корой нарастало давление.
Континент медленно трескался. Огромные разломы заполнялись водой, и единый мир начал распадаться на части. Так возник первый великий геологический перелом – раскол Пангеи. Суша разделилась на два гигантских массива – Северную Лавразию и Южную Гондвану. Этот процесс изменил все. Океаны стали естественными барьерами. Популяции животных оказались изолированными друг от друга. Те виды, которые раньше принадлежали одному миру, начали развиваться независимо. Эволюция ускорилась. На севере, в Лавразии, климат становился более переменным. Здесь появились новые леса и обширные равнины. Именно в этих условиях возникли будущие гиганты, тираннозавры, утконосые динозавры и рогатые травоядные. Южная Гондвана пошла другим путем. Континенты будущей Африки, Южной Америки, Австралии и Антарктиды сохраняли собственные линии животных. Здесь процветали абелизавриды, а также необычные длинношеи титанозавры. Разделение материков создало эффект эволюционных лабораторий. Одни и те же предки, оказавшись на разных континентах, превращались в совершенно разных животных. Где-то динозавры увеличивались в размерах, где-то становились карликовыми островными формами, где-то появлялись новые способы питания и защиты. Менялся и климат планеты. Разломы Пангеи породили новые океаны. Морские течения изменились, усилились дожди на побережьях, возникли влажные тропические зоны. Лесные участки распространились там, где раньше были пустыни. Растения эволюционировали. Вслед за ними менялись травоядные, а затем и хищники. Планета перестала быть единым миром и стала мозаикой экосистем. Именно распад Пангеи сделал возможным появление знакомых нам динозавров, первых птиц и ранних млекопитающих. Раскол мира не уничтожил жизнь, он дал ей шанс стать разнообразной. С этого момента эволюция Земли уже никогда не была единой. Она стала историей множества миров, разделенных океанами, но связанных общим прошлым. Когда Северный мир только начинал формировать знакомые континенты, на юге существовала другая планета внутри планеты – огромный суперконтинент Гондвана. Он включал будущее Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Индию и Мадагаскар. Это была земля контрастов. Влажные джунгли сменялись засушливыми равнинами, а древний лес стал наполняться речными водоемами. Главными гигантами юга были титанозавры, последние великие длинношеи динозавры. Среди них выделялся аргентинозавр, одно из крупнейших наземных животных в истории Земли. Здесь появились уникальные хищники – абелизавриды, короткомордые, мощные и быстрые. Они отличались от северных тираннозавров. Одним из самых известных был карнотавр – легкий бегун с характерными рогами над глазами, созданный для стремительных атак. Гигантские крокодиломорфы занимали роль водных хищников. Некоторые из них охотились не только в воде, но и на суше. Например, саркозух достигал размеров автобуса и мог нападать даже на динозавров, пришедших к водопою. Пока гиганты доминировали, в тени развивалась новая группа животных – ранние млекопитающие. Небольшие ночные существа прятались среди корней деревьев и в норах, избегая встречи с динозаврами. Их маленький размер, быстрый обмен веществ и ночной образ жизни позволили пережить эпоху гигантов. Изоляция сыграла ключевую роль. Южная Америка развивала собственных хищников, а Австралия превращалась в убежище древних линий животных. Антарктида еще оставалась зеленой и населенной динозаврами. Каждый отколовшийся фрагмент уносил с собой уникальную фауну, но судьба южного гиганта была предрешена. Постепенный распад континента изменил климат, океанические течения и экосистемы. А затем глобальная катастрофа, мел-палеогеновое вымирание, завершила эпоху динозавров. Гондвана исчезла как единый мир, но ее наследие живет до сих пор. Странные животные Австралии, уникальная фауна Южной Америки – все это отголоски забытого южного континента, где когда-то правили гиганты. Сегодня Антарктида – это мир вечного холода и километровых ледников. Но миллионы лет назад все было иначе. В меловом периоде Антарктида представляла собой зеленый континент, покрытый густыми лесами. Здесь росли хвойные деревья и цветковые растения.
Температуры были мягкими, а болота кишели жизнью. И все же это оставался полярный мир. Даже без льда Антарктида переживала долгие месяцы темноты. Зимой солнце почти не поднималось над горизонтом, и экосистема существовала в условиях затяжной полярной ночи. В этих лесах жили динозавры. Одним из самых известных обитателей был криолофозавр, крупный хищник с необычным гребнем на голове. Он охотился среди хвойных лесов и речных долин, где скрывалась добыча. Рядом с ним существовали небольшие травоядные динозавры, похожие на ранних орнитоподов. Позднее на континенте появились анкилозавры и другие травоядные формы. Жизнь здесь требовала особых адаптаций. Ученые предполагают, что многие антарктические динозавры обладали крупными глазами для слабого освещения, быстрым ростом, позволяющим переживать сезонные трудности. Некоторые виды могли не мигрировать, а оставаться на месте круглый год. Уникальная стратегия для динозавров полярных широт. Антарктические леса были наполнены звуками насекомых, древних птиц и мелких млекопитающих, скрывающихся под покровом ночи. Здесь формировалась экосистема, не похожая ни на тропики, ни на умеренные зоны. Но изменения уже начинались. По мере распада Гондваны Антарктида отделялась от Австралии и Южной Америки. Океанические течения изменились, континент оказался изолированным, и климат начал стремительно охлаждаться. Континент превращался в ледяную пустыню. После мелполиогенового вымирания динозавры исчезли. А спустя десятки миллионов лет Антарктида окончательно покрылась льдом. Сегодня под километрами льда скрываются следы мира, где динозавры жили при свете полярной ночи. Напоминание о том, что даже самый холодный континент Земли когда-то был зеленым и полным жизни. Дрейф через океан и исчезнувший мир динозавров. Будущий индийский субконтинент отделился от южных земель и отправился на север через огромный океан Тетис. Миллионы лет Индия существовала как изолированный островной материк. Океанские течения отрезали его от других экосистем, и животные эволюционировали здесь по собственным законам. На этой движущейся земле жили уникальные динозавры. Одним из главных хищников был раджазавр, мощный южный теропод с характерным рогом на голове. Он представлял линию хищников, почти исчезнувших на севере. По этой территории бродили титанозавры, последние гиганты длинношеих динозавров. Среди них известен исизавр, огромный травоядный, приспособленный к жаркому климату и сезонным засухам. Изоляция создала особую фауну. Необычные яйца динозавров, уникальные хищники и собственные линии травоядных животных. Около 55 миллионов лет назад индийский субконтинент столкнулся с Азией. Это столкновение породило Гималаи и полностью изменило климат региона. Экосистемы смешались, древние линии животных исчезли, а мир индийских динозавров остался только в ископаемых породах. Континент достиг цели, но его доисторический мир исчез навсегда. Сегодня Европа кажется единой сушей, но в позднем меловом периоде она выглядела совершенно иначе. Высокий уровень океанов затопил большую часть материка. Европа превратилась в цепь крупных островов, разделенных теплыми морями. Каждый остров стал отдельным экспериментом эволюции. Изоляция породила явление, известное как островная карликовость, когда крупные животные уменьшаются в размерах из-за ограниченных ресурсов. Так появился мадьярозавр, длинношеый динозавр, длиной всего около 6 метров, в несколько раз меньше своих гигантских родственников. На островах жили и странные утконосые динозавры. Например, телматозавр, приспособленный к жизни в ограниченных экосистемах. Хищники тоже изменились. Некоторые тероподы становились меньше и специализировались на охоте в густых лесах островов, где не было пространства для гигантов. Европа мелового периода была миром миниатюрных динозавров. Небольшие стада, короткие миграции, локальные экосистемы, изолированные водой. Каждый остров развивал собственную фауну, словно отдельный континент в миниатюре. Когда уровень моря позже снизился и континенты сблизились, многие из этих уникальных видов исчезли. Их мир оказался слишком специализированным для изменившейся планеты. Европейский архипелаг стал напоминанием о том, как изоляция способна изменить даже самых огромных существ Земли, превращая гигантов в карликов.
Мир хищников, гигантов и забытых экосистем. Задолго до появления человека Африка была одним из самых опасных мест на Земле. Здесь правили хищные тероподы. Одним из величайших охотников был спинозавр, полуводный гигант с длинной крокодилоподобной мордой и огромным парусом на спине. В отличие от большинства динозавров, он проводил значительную часть времени в воде. По соседству существовали и другие хищники. Речные системы Африки были ареной постоянных засад. А необычные динозавры обладали сотнями зубов, приспособленных к поеданию низкой растительности. Африка Мезозоя была экосистемой конкуренции. Этот древний мир исчез задолго до появления людей, но именно он подготовил основу для будущего разнообразия африканской жизни. Самый загадочный из них – континент Зеландия. Почти полностью скрытый под водами Тихого океана, он когда-то был частью древней Гондваны. Сегодня над водой остается лишь Новая Зеландия и несколько островов. Но миллионы лет назад это была большая суша с собственной уникальной фауной. Здесь жили небольшие травоядные динозавры, одни из самых успешных выживальщиков мелового периода. Кто такие орнитоподы? Орнитоподы – это быстрые двуногие растительноядные динозавры. Они не обладали огромными размерами или мощным оружием, но выигрывали за счет скорости, интеллекта и жизни в группах. На территории Древней Зеландии найдены кости небольших орнитоподов, близких к южным формам Гондваны. Мауизавр. Некоторые фрагменты костей указывают на существование еще одного небольшого травоядного динозавра, адаптированного к прохладному климату южных широт. Жизнь у полярного круга. В меловом периоде Зеландия находилась гораздо южнее, почти у Антарктики. Орнитоподы жили в условиях долгих зимних сумерек, прохладного климата и сезонного дефицита пищи. Они могли быть покрыты примитивными перьями, они имели крупные глаза для слабого освещения. Также они мигрировали внутри лесных регионов. Они умели быстро размножаться. Они составляли основу пищевой цепи Зеландии. Именно на них охотились местные тероподы. Фауна орнитоподов показывает, что Зеландия была не изолированным островом с самого начала. Меловые леса Древней Зеландии казались спокойными. Густая растительность, влажный климат и стада мелких травоядных динозавров. Но среди деревьев скрывались охотники. Зеландия долгое время оставалась частью Гондваны, поэтому ее хищники были родственниками динозавров Австралии и Антарктиды. Абелизавриды – это скрытые убийцы и вероятные верховные хищники региона. У них короткая мощная морда, сильный укус, и они атакуют из засады. Они не преследовали добычу долго, удар должен был быть точным. Мегарапторы могли населять лесные экосистемы Зеландии. Их оружие – длинные руки, огромные когти и высокая скорость. Такие хищники могли выбивать из стада молодых орнитоподов. Мелкие тероподы, похожие на ранних родственников дромеозавров, вероятно, действовали группами. Они окружали добычу, атаковали с разных сторон и изматывали жертву. Для молодых орнитоподов именно они представляли наибольшую опасность. Экосистема отличалась от открытых равнин Северной Америки. Здесь побеждал не самый крупный, а самый незаметный хищник. Без этих хищников стадо орнитоподов быстро уничтожили бы растительность. Именно давление охоты сформировало их скорость, интеллект и социальное поведение. В лесах Зеландии каждый день был борьбой. Хищник искал слабость стада, а стадо искало шанс выжить. Меловой период – южные широты древнего континента Зеландия. Здесь нет вечного льда, вместо него – влажные хвойные леса, заросли древних папоротников и длинные месяцы полярных сумерек. И пока над Древней Зеландией медленно поднимался бледный рассвет, где-то в глубине леса уже начиналась следующая охота. Изолированная Лавразия. Рождение гигантов. В середине мезозойской эры древний мир раскололся. Суперконтинент Пангея начал распадаться, разделяя планету на два огромных материка. На севере возникла Лавразия. Это земля, которая станет колыбелью самых известных динозавров истории. Лавразия включала будущую Северную Америку, Европу и Азию. Но это был не единый материк в привычном смысле.
Повышение уровня океанов разделило сушу на цепь огромных островов и внутренних морей. По сути, Северный мир стал гигантским архипелагом динозавров. Изоляция изменила эволюцию. Животные, оказавшиеся отрезанными друг от друга, начали развиваться по собственным правилам. Хищники становились крупнее, травоядные многочисленнее, а экосистемы все более специализированными. Именно здесь появились тираннозавры. Ранние родственники тираннозавра были небольшими и легкими охотниками, но в условиях Лавразии конкуренты исчезали или оставались на южных континентах. Освободившаяся ниша вершины пищевой цепи позволила тираннозавридам эволюционировать в гигантов с мощнейшим укусом среди наземных животных. Одновременно происходила другая эволюционная революция – расцвет утконосых динозавров или гадрозавров. Гадрозавриды превратились в настоящих хозяев растительного мира. Мощные зубные батареи позволяли пережевывать жесткую растительность. Стадный образ жизни обеспечивал защиту. Сложные голосовые сигналы помогали координировать огромные группы. Изоляция также породила необычные формы. В Европе динозавры уменьшались в размерах из-за островных условий. В Азии возникали пернатые хищники и ранние птицы. Но этот мир существовал недолго по геологическим меркам. К концу мелового периода глобальные изменения климата и катастрофа, мел-допалеогеновое вымирание уничтожили большинство динозавров. Лавразия исчезла как единый мир, разделившись на современные континенты. Однако именно здесь, на острове динозавров, появились существа, ставшие символами всей доисторической эпохи. Гигантские тираннозавры и бесчисленные стада утконосых динозавров. Это последние властелины Северной Земли. Голоса доисторического мира. Как звучали древние животные? Мы никогда не слышали доисторический мир по-настоящему. Ни звука огромных динозавров, ни шумов древних морей, ни голосов первых наземных существ. Но по строению черепов, дыхательных путей и сравнению с современными животными можно представить, каким он был. И древний мир, скорее всего, звучал совсем не так, как в фильмах. Крупные динозавры не издавали рык, как львы. Их анатомия подсказывает другое. У многих не было таких голосовых связок, а внутри костей находились сложные воздушные полости. Это больше похоже на систему резонаторов, чем на гортань для рева. Их звуки, вероятно, были низкими, глухими и вибрирующими. Не резкий крик, а тяжелый гул, который ощущается телом. Такая низкая частота распространяется далеко и огибает препятствия. Лес мог казаться тихим, но внутри него постоянно проходили звуковые волны. Сигналы стая, предупреждения, брачные призывы. Животные могли разговаривать на расстоянии, не видя друг друга. Странные костные гребни у некоторых травоядных, скорее всего, были частью звуковой системы. Воздух проходил через каналы, усиливался и создавал характерный тембр. Каждый вид мог звучать по-своему, как будто у него был собственный инструмент. Древнее море не было беззвучным. Вода отлично проводит звук, поэтому любой щелчок, удар тела или движение распространялись далеко. Морские хищники могли ориентироваться на вибрации, чувствовать добычу, слышать, находясь на расстоянии. Океан был наполнен фоновым шумом жизни. Даже у древних животных, вероятно, существовали звуки, связанные с заботой о потомстве. Это были короткие сигналы, писк, зов. Это не были сложные песни, но они имели значение. Найти, предупредить и удержать рядом. Особенно важным звук становился ночью. Когда исчезал свет, слух становился главным ориентиром. Любой шорох мог означать приближение хищника, а любое движение – шанс выжить. Темнота не была пустой. Она была наполнена звуками шагов, дыхания, глухими ударами и внезапными криками. Точно мы этого уже не узнаем. Звук не сохраняется в камне.
Можно реконструировать форму черепа, дыхательные пути, примерные частоты, но невозможно восстановить тембр и характер голоса. Каким именно был этот мир на слух, навсегда останется догадкой. Но если представить его целиком, он не был тихим. Он был наполнен гулом гигантов, щелчками хищников, шумом воды и постоянными сигналами жизни. Не музыка и не хаос. Скорее, огромная живая система, где каждый звук что-то значил. Опасность, поиск, голод или присутствие других существ рядом. Цвет, который мы никогда не увидим. Окраска вымерших существ. Когда мы смотрим на динозавров или на древних морских животных, в книгах и фильмах мы видим зеленые, серые и коричневые цвета. Но правда в том, что большую часть этих оттенков никто никогда не видел и уже не увидит. Цвет почти не сохраняется в ископаемых. Кожа разлагается, пигменты исчезают, остаются только кости и отпечатки. Поэтому долгое время считалось, что восстановить окраску древних животных невозможно. Но потом оказалось, что кое-что все-таки остается. В редких случаях сохраняются микроскопические структуры меланосомы. Это такие капсулы в клетках, которые отвечают за цвет. По их форме можно понять, был ли участок темным, рыжим, полосатым или переливающимся. Именно так ученые начали впервые восстанавливать реальные цвета некоторых пернатых динозавров. И тут стало ясно, древний мир был не серым. Появились черные и белые узоры, рыжие оттенки и, возможно, даже переливы, как у современных птиц. Некоторые динозавры, вероятно, выглядели ярче, чем многие современные животные. Цвет был нужен не для красоты. Он решал задачи выживания. Маскировка. Травоядные могли сливаться с растительностью, становиться незаметными на фоне земли и тени. Сигналы. Яркие пятна могли показывать силу, здоровье, готовность к спариванию. Предупреждение. Контрастные цвета – это знак, который означает «не трогай». Детеныши могли выглядеть иначе, чем взрослые. Так выглядят и детеныши некоторых современных животных. Но даже с меланосомами мы знаем далеко не все. Мы не знаем точный оттенок и насыщенность, как цвет менялся на солнце и как выглядело животное в движении. А ведь цвет – это не только пигмент. Это отражение света, текстура кожи, влажность, состояние шерсти или перьев. Представь существо с перьями, которые переливаются на солнце, или морскую рептилию с кожей, меняющей оттенок в воде, или гигантского хищника с узором, который делает его невидимым в тени. Мы можем приблизиться к этому образу, но увидеть точно уже нет. Есть цвета, которые существовали миллионы лет. Яркие, странные, непривычные. И они исчезли, не оставив ни фотографии, ни воспоминаний, только догадки. И ощущение, что доисторический мир был гораздо более насыщенным, чем тот, который мы рисуем в воображении. Умнее, чем мы думаем. Социальность динозавров и морских рептилий. Долгое время динозавров и древних морских рептилий представляли как примитивных существ, живущих исключительно инстинктами. Охота, сон, размножение. Однако находки последних десятилетий постепенно меняют это представление. Все больше доказательств указывает на то, что многие из них жили в сложных социальных группах, взаимодействовали друг с другом и могли обладать формами поведения, напоминающими коллективную жизнь современных животных. Одним из ключевых признаков социальной организации стали массовые скопления костей. Палеонтологи находят места, где погибли сразу десятки особей одного вида. Это говорит о том, что животные передвигались вместе, образуя стада. В таких группах было легче защищаться от хищников, находить пищу и ориентироваться в пространстве.
Предполагается, что молодые особи держались ближе к центру, а взрослые формировали защитный контур, как это происходит у многих животных сегодня. Еще более убедительным доказательством служат гнездовые колонии. В некоторых районах обнаружены десятки гнезд, расположенных рядом, что указывает на коллективное размножение. Животные, вероятно, возвращались к одним и тем же местам, а детеныши какое-то время оставались под защитой взрослых. Такая модель поведения требует памяти, распознавания своих сородичей и координация действий. Это уже не просто одиночное выживание. Хищные динозавры, судя по ряду находок, могли действовать совместно. Следы нескольких особей, движущихся в одном направлении, а также останки добычи с укусами разных размеров, намекают на групповую охоту. Подобное поведение невозможно без обмена сигналами и понимания действий других членов группы. Это говорит о наличии сложных поведенческих стратегий, а не хаотичных нападений. Социальные формы жизни существовали и в океанах. Морские рептилии, такие как ихтиозавры и плезиозавры, вероятно, перемещались группами и могли мигрировать вместе. Есть данные, что некоторые виды рождали живых детенышей и держались в определенных районах, где условия были наиболее благоприятными. Молодые особи, по всей видимости, находились рядом друг с другом, формируя временные детские группы. Жизнь в сообществе невозможна без коммуникации. Она могла происходить через звуки, движение тела, демонстрацию гребней и плавников. Некоторые динозавры имели сложные полости в черепе, которые могли усиливать звуковые сигналы. Окраска тоже могла играть роль. Помогать распознавать своих, привлекать партнеров или отпугивать соперников. Важно понимать, что социальность не обязательно связана с увеличенным мозгом в человеческом смысле. Для нее достаточно способности узнавать сородичей, запоминать маршруты, реагировать на сигналы и обучаться через наблюдение. Даже современные рептилии демонстрируют гораздо более сложное поведение, чем считалось раньше, а их древние родственники существовали в богатых и разнообразных экосистемах миллионы лет, что неизбежно способствовало развитию коллективных стратегий. Когда мы начинаем воспринимать динозавров не как одиночных гигантов, а как существ, живших в сообществах, мир мезозоя меняется. Он перестает быть безмолвной ареной борьбы и превращается в динамичную среду, наполненную взаимодействием, сигналами и отношениями. Это был мир, где выживали не только самые сильные, но и те, кто умел действовать вместе. Игры древних животных, следы поведения, не связанного с выживанием. Когда мы говорим о доисторических животных, почти все сводится к борьбе. Охота, защита, голод, размножение. Но жизнь даже в мезозое не могла состоять только из выживания. Следы в породах и находки скелетов показывают, многие древние существа вели себя так, как будто играли. И это один из самых неожиданных поведенческих следов прошлого. Игровое поведение трудно доказать напрямую. Оно не оставляет костей, но остаются косвенные признаки. Например, цепочки следов, где молодые существа бегали кругами, пересекались, возвращались назад, будто преследуя друг друга без цели. Такие участки находят рядом с местами гнездования динозавров, в том числе у видов вроде моезавра и других стадных растительноядных. Хищники тоже оставляли странные следы. В некоторых местах фиксируют погони, где один молодой теропод преследовал другого, но без попытки атаки. Следы не ускоряются, нет прыжка, нет финального контакта. Это напоминает тренировочные забеги, которые сегодня можно увидеть у молодых волков или львят. Подобное поведение, вероятно, встречалось у мелких хищных динозавров вроде велоцираптора. Есть и более необычные находки. Повреждение костей без следов борьбы или охоты. Переломы, зажившие у молодых особей, которые не связаны с нападением.
Палеонтологи предполагают, это могли быть падения во время игр, толчков, прыжков, бега по сложному рельефу. У морских рептилий признаки похожие. В местах, где находят группы особей одного возраста, например, у ихтиозавра, нет следов массовой гибели от хищников или катастроф, но есть признаки длительного пребывания вместе. Возможно, молодые держались в подростковых группах, как дельфины сегодня, обучаясь движениям, погружению и охоте через повторение и взаимодействие. Игровой процесс животных сам по себе не важен. Это тренировка мозга и тела. В игре отрабатываются координация, реакция на движение, социальные сигналы и границы агрессии. Животное учится не только атаковать, но и останавливаться. Понимать, когда партнер не добыча. Даже у древних травоядных есть намеки на подобное поведение. Следы молодых животных вокруг взрослых иногда образуют хаотичные узоры. Петли, зигзаги, внезапные развороты. Это не миграция и не бегство. Это движение без цели, характерный признак игровой активности. Иногда игра могла быть связана с демонстрацией. Молодые самцы сталкивались рогами или толкались телами, не пытаясь нанести серьезный вред. Предполагается, что подобное происходило у цератопсов, тренировка будущих боев за территорию и партнеров. Самое интересное, игра появляется только там, где есть запас безопасности. Сытое животное, защищенная группа, территория без постоянной угрозы. Это значит, что экосистемы мезозоя были не только жестокими, но и стабильными. В них было место времени впустую, а значит, древний мир был живее, чем кажется. Не только охота, не только страх. Иногда бег без причины, толчки, погони, которые заканчиваются ничем. Именно такие моменты делают животных не просто машинами выживания, а существами с поведением, в котором уже есть зачатки того, что мы называем жизнью. Охота без зубов и когтей. Странные способы добычи пищи. Фильтрация, всасывание, ловушки, давление воды. Когда мы думаем об охоте в доисторическом мире, в воображении сразу появляются клыки, укусы, разрывание добычи. Но огромное количество древних животных выживали совсем иначе. Без острых зубов, без мощных лап, иногда вообще без прямого контакта с жертвой. Они охотились с помощью воды, давления, скорости потока и даже терпения. Фильтрация была одной из самых древних стратегий. Некоторые морские существа просто пропускали через себя огромные объемы воды, извлекая все живое. Планктон, личинок, мелких рачков. Это требовало не силы, а огромной поверхности для процежевания и постоянного движения. Такие формы могли кормиться практически непрерывно, не тратя энергию на погоню. Всасывание – еще более странный метод. В океанах существовали хищники, которые не кусали добычу, а создавали резкое разрежение воды и буквально втягивали жертву внутрь. Быстрое раскрытие пасти создавало поток, от которого мелкие животные не могли уйти. Это было молниеносно и почти бесшумно. Некоторые виды использовали давление воды как оружие. Они резко смыкали тело или плавники, создавая волну, которая сбивала добычу с курса. В мутной воде это было особенно эффективно. Жертва теряла ориентацию и становилась легкой целью. Были и настоящие ловушки. Не механические, как у современных пауков, а поведенческие. Животное замирало, маскировалось, становилось частью рельефа. Оно не преследовало, оно ждало, иногда часами. Когда добыча подплывала слишком близко, происходило одно короткое движение. Не удар, а захват потоком или резким втягиванием. Существовали формы, которые питались мягкими организмами, буквально соскребая их с поверхности. Они не разрывали, а собирали. Медленно, системно, как будто обрабатывали территорию.
В древних морях встречались и гиганты, не нуждавшиеся в охоте в привычном смысле. Их стратегия движения сквозь скопление жизни. Они не выбирали цель, все, что оказывалось на пути, попадало в пищу. Такой способ требовал огромного тела и стабильной экосистемы, богатой мелкими организмами. Иногда охота происходила без контакта вообще. Достаточно было поднять со дна облако осадка. Мелкие животные, спрятавшиеся в грунте, теряли укрытие, всплывали и попадали в поток воды, который направлял их прямо в пасть. Даже на суше встречались похожие стратегии. Некоторые древние животные использовали не зубы, а силу удара телом или резкое движение головой, чтобы оглушить добычу. Другие питались тем, что собирали насекомых, личинки и мягкие формы жизни. Такая охота требовала не агрессии, а точности, не силы, а расчета, не скорости, а понимания среды. Именно эти формы поведения показывают, насколько разнообразным был доисторический мир. В нем выживали не только те, кто мог разорвать добычу, но и те, кто умел управлять водой, потоком, расстоянием и моментом. Иногда самым опасным хищником был не тот, кто кусает, а тот, кого невозможно заметить, пока не стало слишком поздно. Названия и повадки древних животных, которые не ели, а всасывали пищу. Вот реальные примеры древних животных, которые не кусали добычу, а втягивали ее потоком воды. Охотники-пылесосы своего времени. Их стратегия – резкое раскрытие пасти, создание разрежения и мгновенное всасывание воды вместе с жертвой. Дунклеостий – гигантская панцирная рыба девонского периода. У нее не было привычных зубов, вместо них острые костные пластины. Она могла резко открывать пасть, создавая мощный всасывающий поток. Мелкая рыба и беспозвоночные буквально втягивались внутрь до того, как успевали среагировать. Плакодермы или панцирные рыбы. Многие представители этой группы охотились именно так. Их челюсти были устроены так, чтобы быстро раскрываться вперед, увеличивая объем ротовой полости. Вода и добыча втягивались внутрь, а затем рот захлопывался. Ихтиозавр. Ранние ихтиозавры, особенно небольшие формы, могли использовать всасывание при охоте на мягкотелых животных и мелкую рыбу. Быстрое раскрытие длинной пасти создавало поток воды, который затягивал добычу. Плезиозавр. Некоторые виды. Длинношеи морские рептилии, вероятно, применяли комбинированную стратегию. Они подкрадывались и резко втягивали воду с добычей. Это особенно эффективно в мутной воде и при охоте на стайную рыбу. Аммониты – неактивные охотники в привычном смысле, но многие из них втягивали пищу через ротовой аппарат, создавая поток воды. Они ловили мелких рачков и органику, используя мягкие щупальца и втягивания. Белемниты, древние родственники кальмаров, втягивали добычу за счет быстрого движения щупалец и струйного потока воды, после чего направляли ее к ротовому аппарату. Ранние костные рыбы. Многие формы обладали выдвижной челюстью. Она буквально выстреливала вперед, создавая вакуумный эффект. Это позволяло ловить добычу без укуса. Жертва втягивалась вместе с водой. Повадки таких животных были следующими. Они не преследовали долго, подбирались максимально близко. Атака занимала доли секунды. Главное не сила укуса, а скорость раскрытия пасти. Часто они охотились в мутной воде, где жертва хуже видела опасность. Другие медленно подплывали снизу. Всасывающая охота особенно эффективна против мелкой рыбы, личинок, мягкотелых существ и стайных организмов. Такая стратегия появилась очень рано и оказалась настолько удачной, что используется до сих пор у современных рыб, китов и кальмаров. То есть еще сотни миллионов лет назад эволюция уже придумала хищников, которым не нужны ни клыки, ни разрывание добычи. Достаточно было одного точного движения, и вода сама приносила еду.
Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».